Итак, продолжаем. Это тесто пробыло в холодильнике более 2 часов, и теперь можно его смело разрезать, придать любую форму, какую вы хотите, и печь. Много чего вкусного и красивого можно испечь из этого теста. И давайте приступим. Я разделю это тесто пополам. Одну половинку я уберу, и пока займемся вот этой половинкой. Итак, раскатаем это тесто. Я раскатала это тесто, насколько я смогла. Получилось примерно, наверное, толщиной около 2-3 миллиметров, не больше. Очищаем эту муку отсюда. И теперь смажем поверхность этого теста вот этим растопленным сливочным маслом. Слегка вот так обмажем. В этой тарелке я смешаю сахар с корицей. Добавляйте по своему вкусу корицу. Я, например, очень и очень люблю корицу, поэтому добавляю вот в таком большом количестве. Размешали. Теперь вот эту смесь равномерно распределим на половине нашего теста. Какой чудесный запах от корицы отходит. По бокам мы вот так соединим. Теперь нам нужно разрезать это тесто. Вот можно воспользоваться вот такой пицца-резкой. Конечно же, она у нас есть, так как Франко итальянец, и он обожает пиццу, и мы довольно часто готовим ее. Или же вот таким приспособлением можно воспользоваться. Если нет и того, и другого, берите просто ножик и ножиком разрезайте. Теперь смотрите, что мы делаем. Вначале убираем излишки муки. Теперь мы берем с обоих концов наше тесто и сворачиваем в разные стороны. Вот эту сторону я буду сворачивать от себя, а эту сторону к себе. И вот так вот сворачиваем, насколько это возможно. И в то же самое время чуть-чуть можно вытягивать тесто. Затем придадим тесту форму улитки. Посмотрите, какая красота получилась. То же самое проделаем со всеми остальными кусочками. И теперь эти завитушки мы оставим растаиваться, так как это тесто сделано с добавлением дрожжей. Я думаю, что может понадобиться даже 1,5-2 часа. Не надо торопиться, всегда важен результат. Поэтому, чтобы получить хороший результат, нужно ждать. Итак, накрываем и ставим на расстойку. 2 часа наши завитушки отдыхали, и посмотрите, как они теперь чудесно выглядят. И осталось дело за малым. За эти 2 часа я успела сварить заварной крем. Чудеснейший рецепт заварного крема от моей мамы, профессионального кондитера, есть на нашем канале. Посмотрите обязательно, ссылка будет под этим видео. Теперь я добавлю чуть-чуть заварного крема на наши завитушки. Можно ничего не добавлять, и так будет очень вкусно. Сделаем вот такие небольшие углубления вот здесь вот в серединке пальчиком и добавим сюда немного крема, нашего чудесного заварного крема. Посмотрите, крем я добавила. Совсем чуть-чуть крема нужно, много не надо добавлять. Возьмем яичный желток с небольшим количеством воды и щеточкой обмажем этим яичным желтком поверхность наших завитушек. Только аккуратно не придавливайте, чтобы тесто не осело, пожалуйста. И осталось их только выпечь. Выпекаем в предварительно разогретой духовке до 200 градусов Цельсия до готовности.
Примерно около 15 минут. Но смотрите, пожалуйста, по своей духовке. Посмотрите, какое чудо получилось. Ровно 15 минут я продержала их в духовке при температуре 200 градусов. А теперь, пока они горячие, нужно обмазать их глазировкой. Подготовим нашу глазировку. Нам понадобится абрикосовый джем. И абрикосовый джем разводим небольшим количеством кипятка. Хорошенько все это перемешаем, чтобы растворилось все. Пропорция должна быть примерно 70-30. 70% джема и 30% кипятка. И пока наша выпечка горячая, мы обмажем этой глазировкой, чтобы они блестели. Можно украсить ягодами. Посмотрите, какое чудо получилось. Посмотрите, как они снизу хорошенько пропеклись. Посмотрите. Это очень и очень вкусно, особенно когда они горячие, да и остывшие они тоже очень вкусные. Обязательно приготовьте и попробуйте. Приятного вам аппетита! Спасибо вам за просмотры. Подписывайтесь на наш канал и делитесь нашими рецептами со своими друзьями.